53 году до нашей эры Юлий Цезарь покорил всю Галлию, но вскоре по ней прокатилась волна восстаний. Харизматичный вождь Верцингеторик сумел объединить племена в борьбе за независимость. Ради этого галлы прекратили взаимную вражду. Однако их свободолюбивые намерения столкнулись с несокрушимой волей одного человека – Юлия Цезаря. Чтобы понять, почему Цезарь вторгся в Галлию, следует переместиться во времени на 10 лет назад. Около 60 года до нашей эры три ключевых фигуры Римской республики Гней Помпей, Марк Крас и Юлий Цезарь заключили неофициальный союз, вошедший в историю как первый триумвират. Цезарю этот союз обошелся слишком дорого. Он остро нуждался в деньгах и стремился к военной славе ради дальнейшей карьеры. Подчинение Галлии сулило и то, и другое, тем более что Цезарь контролировал хороший плацдарм для дальнейшей экспансии. Однако ему нужен был веский повод для начала боевых действий, и он появился. В 58 году до нашей эры над гальскими союзниками Рима эдуями нависла угроза. Могущественное племя гельветов, обитавшее на землях нынешней Швейцарии, начало массовое переселение на запад. Цезарь вмешался якобы для защиты эдуев. Он перехватил гельветов на марше и на голову разбил их в битве при Бибракте. После этого римский полководец переключил внимание на германского вождя Ариависта, который несколько лет назад вторгся в Галлию, напав на эдуев. В кровопролитном сражении при Вагезах Цезарь обратил германцев в бегство, отбросив их обратно за Рейн. На следующий год, узнав о недовольстве белгов, Юлий Цезарь предпринял против них карательную экспедицию. К этому времени оборонительные предлоги были отброшены, римский военачальник открыто подчинял племена, не желавшие признавать власть Рима. К 53 году до нашей эры наступило некоторое успокоение Галлии, но оказалось, что за мнимым покоем скрывается растущее недовольство. Галлы наконец осознали, что они завоеваны. В темном лесу произошел тайный съезд недовольных вождей. Там они с помощью обещаний расширили круг участников восстания. Для объединения галлам требовался достойный предводитель, и такой человек нашелся. Верцингеторик принадлежал к высшей арвернской знати. Он был сыном вождя Кельтила, который претендовал на объединение гальских земель, но был казнен из-за своих амбиций. Племенная верхушка поначалу отвергла Верцингеторика, однако молодой вождь собрал дружины воинов и взял власть в Герговии силой. Вскоре вождь арвернов возродил старые союзы с синонами, паризиями, пиктонами и другими племенами. Чтобы скрепить союз, он учредил систему заложников, насаждая дисциплину при помощи суровых наказаний вплоть до смертной казни. Дождавшись, когда Цезарь уедет по делам в Рим, а его войска расположатся на зимних квартирах, Верцингеторик начал борьбу. Свобода Галлии зависела от быстроты действий. Восстание начали корнуты. В Кинабе они устроили резню римских поселенцев. Когда весть о кровопролитии достигла Герговии, вождь арвернов атаковал союзные Риму племена. В то же время на юге другой знатный галл Луктерий двинулся с войсками на Нарбо, угрожая римским владениям в Трансальпийской Галлии. Однако Цезарь удивил арвернов, внезапно появившись в их землях, и приказал своей коннице разорять окрестности. Арверны спешно собрали войско для отпора, но Цезарь снова исчез, якобы с целью набора рекрутов. Это была хитрость. На самом деле Цезарь с конным отрядом стремительно достиг Вьена, пересек земли эдуев и соединился с легионами. За несколько недель он перехватил инициативу и стал жестоко карать мятежников. Карательная кампания Цезаря велась с подавляющей волей методичностью. Восставшие города грабили, жгли, а уцелевших жителей продавали в рабство. Понимая, что в открытом бою с Цезарем не справиться, Верцингеторик избрал тактику выжженной земли, склонив союзников пожертвовать имуществом ради общего дела. Несмотря на череду неудач, новая стратегия Верцингеторика стала постепенно приносить плоды. Продвигаясь на юг вдоль реки Алье, гальский вождь разрушал все мосты, чтобы пресечь любую попытку переправы. Вопреки потерям, количество римских солдат казалось прежним, ведь Цезарь пополнял утраты из скрытых в тылу 2 легионов. Наконец, римские инженеры наладили переправу, и армия Цезаря преодолела реку. Гальский вождь снова уклонился от сражения и укрылся в столице арвернов Герговии. Далее последовал ее неудачный штурм. В своих записках о Гальской войне Цезарь объяснил поражение случайностью. К сожалению, его записки являются единственным источником о римском завоевании Галлии, где исторический фактаж искажен в угоду политическим устремлениям римского властолюбца.
Поражение при Герговии спровоцировало массовый переход римских союзников на сторону восставших. Тяжелым ударом стала измена Эдуев, главных союзников Рима, которые были вторыми по могуществу в Галлии. Неудивительно, что Верцингеторик двинулся вслед за римской колонной. Теперь, когда римляне отступали, гальский вождь рассчитывал нанести им решающий удар. После ряда маневров ему удалось устроить против Цезаря засаду. Когда римская колонна входила в земли мандубиев, ей преградила путь гальская конница, а в резерве на склонах горы расположились большие по численности конные силы. Гальские всадники ринулись в атаку, рассчитывая без труда одолеть слабую римскую конницу. Вместо этого они столкнулись с германскими наемными всадниками, нанятыми незадолго до сражения. В долине закипел яростный бой, позволивший римской пехоте перестроиться из походного порядка в боевую линию и прикрыть обоз в своем центре. Вскоре стал очевиден просчет Верцингеторига, который оставил гальскую пехоту в нескольких километрах у реки, лишив кавалерию поддержки. Цезарь же усилил свою конницу отрядами застрельщиков, и его германские наемники, перехватив инициативу, начали теснить левое крыло галлов вверх по склонам горы. Гальские ряды охватила паника, и попытка отступить переросла в бегство. Гальская пехота тоже бросилась бежать. Верцингеторих был вынужден собрать остатки войска и отступить к близлежащей крепости Алезии, небольшому поселению мандубиев. Для Цезаря победа была жизненно важна, ведь поражение позволило бы его врагам в Риме добиться его падения. А для Верцингеторига это был последний шанс продолжить восстание. По свидетельству Юлия Цезаря, войско Верцингеторига в Алезии состояло из 80 тысяч пехоты и 12 тысяч конницы. Римляне располагали меньшей профессиональной армией в 10-12 легионов, то есть около 27 римских легионеров. Столько же было вспомогательных войск. Численность всей армии составляла около 50 тысяч воинов. Алезия представляла собой типичное кельтское поселение на возвышенности, окруженное стеной. Опытный взгляд Цезаря сразу же оценил особенности местности. О прямом штурме не могло быть и речи. Укрепления и гарнизон были слишком сильны, поэтому римляне начали осаду. Для блокады поселения Цезарь развернул грандиозный военный проект. Сначала римляне возвели 8 больших лагерей и 23 укрепленных редута по периметру. Строительство требовало больших усилий по поставке дерева. Завершив строительство лагерей, Цезарь распорядился возвести систему двойных укреплений, внутреннюю стену вокруг Алезии и внешнюю для защиты от возможного нападения извне. Общая длина укрепления составила 37 километров, 16 с внутренней стороны и 21 с внешней. Верцингеторих попытался сорвать строительство, бросив в атаку свою конницу. Союзные всадники Цезаря вступили в бой, отступая под натиском превосходящих сил галлов. Однако и здесь исход сражения решила германская кавалерия. Удар наемников расстроил ряды гальской конницы, и напуганные всадники устремились к воротам Алезии. Бегство галлов обернулось трагедией. Узкие ворота, пригодные для обычного движения, превратились в западню. Тысячи всадников пытались протиснуться в них одновременно. Тем временем Цезарь приказал легионам изобразить готовность к штурму. Увидев это, Верцингеторих велел закрыть ворота, обрекая конницу на гибель под стенами. Германские наемники не упустили случая, беспощадно истребляя попавших в ловушку галлов. Когда гальская конница была уничтожена, а римские осадные работы близились к завершению, Верцингеторих решился на отчаянный шаг. Под покровом ночи он отослал всех оставшихся всадников из крепости с приказом вернуться в свои племена и поднять на борьбу всех способных держать оружие. Медлить было нельзя, поскольку запасов еды в крепости оставалось всего на месяц. Цезарь узнал об этих планах от перебежчиков, поэтому ускорил возведение укреплений, понимая, что вскоре к осажденным подойдет подкрепление. Судьба Галлии зависела от способности племенных союзов собрать войско для деблокады города. Но вместо всеобщего призыва гальские вожди ввели систему квот. Крупные племена Эдуи и Арверны должны были выставить по 35 тысяч воинов, тогда как малые племена лишь по 2 тысячи. Командование над войском принял Комий из племени Атрибатов, а также двоюродный брат Верцингеторига Веркосевелаун. В записках Цезаря сказано, что галлы собрали 240 тысяч пехотинцев и 8 тысяч всадников, хотя указанное количество пехоты выглядит весьма неправдоподобно. Тем временем запас продовольствия в Алезии подходил к концу, и осажденные голодали. На военном совете арнвертский старейшина Критаган предложил поддержать силы воинов, питаясь плотью тех, кто был слаб для боя. Но Верцингеторих отверг каннибализм и принял решение сэкономить остатки продовольствия, изгнав из города небоеспособных местных жителей.
Цезарь же отказался пропускать беженцев через свои линии, чтобы их страдания подрывали боевой дух осажденных. Наконец к Олезии подошло долгожданное гальское подкрепление. Гальская конница рассредоточилась по равнине Лом, а их многочисленная пехота заняла возвышенности. Вскоре между римской и гальской конницей начался яростный бой, в котором сначала побеждали галлы. Их лучники, перемешанные с конницей, метко разили римских кавалеристов. Однако германские наемники Цезаря в очередной раз доказали свое превосходство. Их атака обратила измотанных галлов в бегство. Оправившись от неудачи, галлы начали готовиться к штурму, спешно изготавливая плетеные щиты, лестницы и крюки. Атаковать решили ночью. Темнота должна была лишить римлян преимущества в метательном оружии. Но Цезарь это предусмотрел. Римские инженеры установили перед укреплениями торчащие из земли заостренные рогатины. Также были врыты замаскированные ямы с кольями, а за ними вкопаны железные шипы. Это был аналог современного минного поля. Под покровом ночи галлы начали первый штурм укреплений, обрушивая на защитников шквал снарядов, с трудом пробиваясь через смертоносные заграждения. Но пристреленные баллисты римлян, их прачники и непрерывные залпы дротиков быстро обеспечили им превосходство, несмотря на темноту. Марк Антоний и Гай Трибоний, командовавшие самыми опасными участками, заменяли уставших бойцов свежими силами из спокойных секторов, сохраняя надежность обороны. Атака же Верцингеторига с другой стороны провалилась. Его воины несколько часов засыпали первую линию траншей, но когда приготовились к штурму, то внешний штурм уже захлебнулся. После провала гальские военачальники стали искать слабое место в кольце римских укреплений. Их разведчики обнаружили уязвимый участок там, где гора Рия спускалась к равнине Гризини. Крутой склон не позволил Цезарю возвести там обычные укрепления, и римляне ограничились одиноким лагерем у подножия. Севернее редута внешняя стена вообще отсутствовала из-за сложного рельефа. Провести там атаку галлы поручили родственнику Верцингеторига Веркосевилану. Он возглавил отборный отряд 60 тысяч бойцов из племен арвернов и эдуев, славившихся отвагой и стойкостью. Под покровом ночи Веркосевилаун тайно вывел их на северный фланг, сумев остаться незамеченным. В полдень основные силы галлов предприняли новый решительный штурм, ударив сразу с нескольких направлений. Атакующие обрушились на внешние укрепления, сосредоточив натиск на равнине Лом, где имели численный перевес. Верцингеторик, наблюдавший за развитием событий с высоты цитадели, повел осажденных в собственную вылазку, пустив в дело заготовленные плетеные щиты, багры, осадные навесы и крючья. Римляне оказались в тяжелом положении, сражаясь сразу на два фронта. Цезарь из удобного пункта следил за тем, что происходит, вовремя посылая резервы в уязвимые места. Изучив римскую тактику, Веркосевилаун построил воинов черепахой со сдвинутыми щитами, прикрыв тех, кто забрасывал землей римские укрепления. Два легиона у горы Рия оказались в отчаянном положении, сражаясь против шестикратного превосходства противника. Тамошние многочисленные препятствия планомерно преодолевались, а крюки срывали целые участки укреплений. Цезарь послал на помощь Лабиена с 6 когортами и приказал ему, в случае невозможности удержаться, увести когорты с вала. Тем временем Верцингеторик начал решительную атаку на склоны горы Флавинии, направив воинов к участкам, ослабленным переброской защитников. Град снарядов с римских башен поначалу рассеял его воинов, но они упорно рвались вперед, крюками обрушивая зубцы стен, как и их соратники с внешней стороны. Цезарь сначала послал туда молодого Брута с его когортами, а затем с другими когортами Гая Фабия. Поскольку сражение становилось все ожесточеннее, он сам повел на помощь свежие резервы. Появление Цезаря переломило ход боя, обратив галлов в бегство. Гора Флавиньи устояла, но позиции Лабиена у горы Рия были на грани краха. Воины Веркосевилауна готовились к прорыву, чтобы пробить римскую оборону и деблокировать Олезию. Цезарь поспешил к тому пункту, куда послал Лабиена, взяв с собой 4 когорты из ближайшего редута, а части конницы приказал следовать за собой. Понимая, что наступил переломный момент битвы, гальский военачальник бросил в бой последние резервы. Цезарь тоже спешил, чтобы прибыть вовремя. О его появлении солдаты узнали по цвету плаща, который он носил в сражениях как знак отличия. Казалось, что исход всей кампании висел на волоске, но Цезарь предусмотрительно послал в тыл неприятеля римскую конницу. Враги развернули тыл, но всадники перерезали дорогу бегущим. Началась большая резня. Это была вторая часть римской кавалерии, которой Цезарь приказал обойти внешние укрепления и ударить противнику в спину. Галлов охватила паника, превратив их атаку в беспорядочное бегство.
Пехотинцы бросали оружие и доспехи, становясь легкой добычей для конницы. Во время погони пали многие племенные вожди, а Веркосевилаун оказался в плену. Исчерпав все возможности для победы, Верцингеторик принял решение сдаться, чтобы спасти соплеменников от голодной смерти. Он выехал из ворот, соскочил с коня, сорвал с себя доспехи и молча сел у ног Цезаря. Ему предстояло провести 6 тягостных лет в заточении, прежде чем он предстал перед римской публикой в качестве главного трофея триумфального шествия Цезаря. Позже Верцингеторига задушили в тюрьме. После подавления восстания отдельные стычки с галлами продолжились в следующем году. Однако битва при Алезии положила конец организованному сопротивлению галлов римской власти. Юлий Цезарь выполнил нелегкую военную задачу. Далее предстояло его триумфальное восхождение на римский престол.